Друзья, всем привет! С первой же секунды попрошу вас подписаться на наш канал. Нажав на одну кнопочку подписаться, вы помогаете алгоритмам YouTube понять, что этот канал можно смело рекомендовать новым зрителям, а все наши ролики, над которыми мы так стараемся, увидят как можно больше людей. Поэтому, как говорят всякие ножницы и бумага, сделайте красную кнопку подписаться серой. Спасибо. Ну вот, друзья, мы и дошли до обычного iPhone 12. Как мы помним, в самой свежей линейке текущего года имеется 4 модели. Компактный Mini 12, 12 Pro и его Max версия, и, конечно же, предполагаемо самый продаваемый iPhone следующего года, базовый iPhone 12. Почему самый продаваемый? Да потому что после выхода iPhone 13, а представят его в сентябре, вероятнее всего базовая двенашка станет идеальным выбором за свою цену, как iPhone 11 в 2021 году, который, между прочим, стал самым продаваемым iPhone в России на сегодняшний день и про который я рассказывал в предыдущем ролике. Если вдруг не смотрели, то вот вам ссылочка. Даже если вы ничего не знали про iPhone 12, два нововведения в серии, как по мне, известны всем. Первое — это внешний вид, это реинкарнация дизайна iPhone 4 и 5 серии. И второе — комплектация, без наушников и без сетевого адаптера. Все ради снижения углеродного следа и заботы об окружающей среде. Звучит очень красиво, причем после такого эксперимента все новые партии старых iPhone также получили комплектацию Slim Box. И знаете, на самом деле приятно, что, отказавшись от наушников и блока питания, мы защищаем нашу любимую природу. Но, во-первых, почему это никак не изменило стоимость смартфонов? И, во-вторых, почему при покупке любого устройства от Apple мы по-прежнему получаем свой желанный гаджет в пластиковом пакете? Если честно, мне непонятно. Внешний вид 12-го айфона спорный, несмотря на то, что это что-то новое. Вроде как плоские грани нравятся тем, кто ранее пользовался пятеркой, например, но и нашлись те, кому эти грани причиняют боль, в прямом смысле этого слова. Мое же мнение двоякое. Я люблю iPhone 5 серии и до сих пор считаю, что это один из самых красивых iPhone в истории. Мне безумно удобно было пользоваться своим SE первого поколения и iPhone 5s, но взяв в руки iPhone 12, эти края стали очень сильно впиваться в руку, и без чехла лично мне пользоваться крайне неудобно. Опять же, скорее всего, это связано именно с габаритами устройства и попытками достать до верхних частей экрана, потому что с 12 mini таких проблем не было. Но в любом случае это все вкусовщина, поэтому я рекомендую перед покупкой подержать его в руках, чтобы потом либо согласиться, либо поспорить со мной в комментариях. У этих граней, естественно, есть свои плюсы. Например, 12 iPhone безумно удобно снимать, его можно просто поставить на стол и все, снимай. Удобно. Также стало удобно клеить защитные стекла, ведь экран плоский, и сюда подойдет даже стекло из Ашана за 100 рублей, причем вы его сами можете наклеить. И раз уж я заговорил про стекла, те, что установлены спереди и сзади, имеют в составе керамическое напыление, или, как модно говорить, технология Ceramic Shield. По словам Apple, это стекло в 4 раза прочнее обычного закаленного стекла, которое используется в предыдущих моделях, и такая формулировка, с одной стороны, указывает на явно высокую прочность применяемого материала, а с другой стороны не очень понятно, с чем именно нужно сравнивать Ceramic Shield. С Gorilla Glass или каким-нибудь Dragon Trail? Непонятно. Естественно, это немного успокаивает. Согласитесь, приятно знать, что твой хрупкий стеклянный смартфон, возможно, не разобьется с первого раза, но использование защитных стекол и кейсов, думаю, по-прежнему в приоритете. Особенно, когда выкладываешь свои кровные 60 тысяч рублей. Ах да, базовый iPhone 12 с 64 гигабайтным накопителем стоит от 57 тысяч рублей. За версию 128 гигабайт придется доплатить примерно 5 тысяч рублей, а если вы решили разгуляться и купить себе топовую версию на 256 гигабайт, придется выложить плюс-минус 70 тысяч рублей. Звучит очень страшно, но по факту это всего лишь штука баксов, которую в тех же США можно заработать за неделю. Единственное, что остается, сказать спасибо рублю. Экран.
Если вкратце, он потрясающий. Во-первых, рамки стали уже, но про них по-прежнему забываешь уже на следующий день. Диагональ осталась прежней, это 6,1 дюйма, размер, к которому все начали потихоньку привыкать, и возмущающихся о том, что это огромный экран, становится все меньше. Это, кстати, уже сильно заметно по продажам миника. Тип матрицы изменился, теперь это OLED, как и в старших моделях. Лично я по-прежнему отдаю предпочтение IPS, и по ходу дела к такому типу матриц Apple возвращаться не планирует, за исключением iPhone SE третьего поколения, который, скорее всего, будет представлен на базе 11-го iPhone. Но сейчас не об этом. Это OLED, со всеми его минусами и плюсами. Из хорошего здесь настоящий черный, видимый HDR. Смотреть фильмы из библиотеки Apple TV Plus просто сказочно приятно. Этот экран яркий, сочный, цветопередача максимально приятная глазу. Если вы любите обрабатывать фотографии, то вы кайфанете. В двенашке подросло разрешение, а вследствие количества пикселей теперь это 460 вместо 326 в iPhone 11. Картинка здесь четче, это заметно, но сказать, что прям вау по сравнению с 11 или 10R я не могу. Также стоит знать и про минусы. Например, шим. Несмотря на то, что это дорогой дисплей, он здесь имеется, и если честно, не слушайте никого. Если у вас, как и у меня, всегда были смартфоны с IPS, то наверняка и у вас при поглощении информации с такого типа экрана будут вытекать глаза. Я понимаю, это такой же спорный момент, как и все остальное в этом смартфоне, и многие со мной поспорят в комментариях, но опять же, правильное решение принимать лишь вам. Поэтому посетите какой-нибудь шоурум и попробуйте немного почитать на 12-м айфоне, чтобы понять, подходит вам такой тип матрицы или нет. Если у вас чувствительные глаза, то лучше присмотреться к IPS. Вкратце расскажу про производительность. По факту, думаю, логично, что это самый мощный iPhone на сегодняшний день, который просто рвет и мечет. Любые задачи, игры, приложения, никаких проблем. Это очевидно. Интересно другое. По сравнению с тем же 11-м айфоном заметной разницы нет. Но это на сегодняшний день. Вероятнее всего, 12-й iPhone будет быстрее 11-го и более ранних моделей в следующем году, когда Apple анонсирует iOS 16 версии. Сегодня же брать 12-й только потому, что он мощнее, нет никакого смысла. Другое дело — камеры. Напоминание для галочки. У iPhone 12, как и год назад, два объектива. Широкоугольный на 12 мегапикселей и сверхширокоугольный тоже на 12 мегапикселей. Оптического зума нет. Нельзя снимать ночные портреты. Ультраширик по-прежнему не имеет никакой фокусировки, но появился ночной режим на ультрашироком модуле. Теперь в паре со штативом или просто с рук можно создавать крутые кадры при слабом освещении. Надеюсь, в скором времени я покажу вам, какие пушечные кадры можно сделать, используя ультраширик и ночной режим. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. И на этом этапе, друзья, я понял, что мне уже не терпится показать вам примеры фотографий, сделанных в ночное время на iPhone 12. Поэтому мы сейчас с вами доедем до 3 локаций, сделаем фотографии на основной модуль и на ультраширик, используя и не используя ночной режим. Также покажу вам эти фотографии после моей обработки. А полноценную мобильную фотографию с использованием любого телефона, про который вы напишите внизу в комментариях, мы снимем отдельный ролик, поэтому смотрим и оцениваем. Смотрите, примерно вот так сейчас видит камера iPhone 11, это 4К 24 кадра в секунду. А iPhone 12 установлен на мини-штатив и на длинной выдержке на ультрашироком модуле в ночном режиме. Сейчас посмотрите, что получается. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ну и, конечно же, друзья, Москва-Сити. Вот так вот iPhone 11 видит сейчас, ночью. Это 4К 24 кадра по-прежнему. iPhone 12 установлен на мини-штатив, сейчас ничего не видно. И я попробую в ультрашироком режиме, в обычном режиме пофотографировать и также с применением ночного режима. Посмотрим, что получится. На самом деле красиво.
I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police, straight up to the top with bankrolls and rollies. Что еще? Наверняка вас интересует автономность, ведь теперь это OLED, но при этом есть более энергоэффективный процессор. На деле с iPhone 11 разницу я не заметил, все по-прежнему хорошо. При мегаактивном использовании можно разрядить iPhone 12 и за 2 часа, но если вы пользуетесь смартфоном так же, как и большинство людей, немного игр, немного навигации, немного социальных сеток и YouTube, например, то до вечера, до позднего вечера iPhone 12 дотягивает спокойно. Плюс не стоит забывать про быструю и беспроводную зарядку. Они здесь также имеются. Последнее причем использует технологию MagSafe. Помимо крутых зарядок, кошельков и креплений различных производителей, сами Apple выпустили классный беспроводной Powerbank, который примагничивается к iPhone 12 серии и заряжает его. Подробнее про MagSafe Battery Pack я уже рассказывал. Обзор можете посмотреть по вот этой вот подсказке, либо же найти ссылочку в описании к этому ролику. На этом все, друзья. Любые возникшие вопросы пишите в комментариях. Увидимся. Пока.